Значит, особенности передачи знаний и навыков в процессе обучения гештальт-терапии. Это лекция сейчас. А, Что здесь важно сказать? Эта тема действительно большая, и я попытаюсь там в 20 минут, в полчаса уместить то, что можно написать в целой книге. С чего важно начать? Вот есть традиционный подход к обучению, и традиционный подход, он предполагает, что обучаемый это такое табула раса или пустой сосуд. Вот, который преподаватель наполняет каким-то содержимым, и в нем обучаемый это такой вот пассивный потребитель знаний. То, что касается гештальт-подхода, и в гештальт-подходе к образованию гештальт подходит совершенно по-иному, и образование носит принципиально иной характер. И гештальт-терапия акцентируется на индивидуальном опыте, который организуется в осмысленное целое. То есть опыт и его осмысление – это такая вот основная часть, и это главное, что происходит в формировании и передаче знаний и навыков в процессе обучения гештальт-терапии. И в этом отношении человек рассматривается как активный сотворец своего собственного опыта и, в общем, проходит через широкий спектр процессов познания. В общем, этот подход больше всего соотносится с принципами так называемой андрогогики. Андрогогика – это такая область знаний, которую выделили там еще в XIX веке. Такой был немецкий педагог Кап из педагогики. И андрогогика – это часть педагогики, которая занимается обучением взрослых. И в этом отношении здесь уже обучаемый это не пустой сосуд, а это сосуд вполне наполненный и причем определенным таким уникальным своим опытом. И в таком случае обучение, оно обязательно включает в себя вот инвентаризацию этого опыта, анализ этого опыта имеющегося и осмысленное приобретение и ассимиляцию нового. Гештальт-терапия разработала свой способ представления о структуре опыта. Это такой вот фигура, фон, метафора. То есть здоровое контактирование начинается с ощущения интереса или потребности и затрагивает такие вот наши функции, как внимание, интерес, возбуждение. То есть, если в традиционном подходе вот этого интереса это вообще не имеет такого значения, да, потому что подход совершенно иной. Здесь мы каждый раз базируемся на индивидуальном интересе каждого участника, и он является таким основным двигателем самого процесса и образования, обучения, и процесса передачи и приема знаний и навыков. Что еще важно? Любые теории, гештальт-теории познания, они предполагают нашу способность человеческую к гештальтированию, то есть формированию ясных фигур интереса, стоящих напротив фона в центре поля, организм, окружающая среда. То есть интерес всегда вот на первом месте стоит в ходе обучения гештальт-терапии. В свете вот представленных особенностей гештальт-подхода к обучению всех ближе нам работы американского теоретика обучения взрослых Дэвида Колба. Он, в общем, он был далеко не первым, кто изучал обучение взрослых, но он обобщил важные такие исследования и подходы, которые существовали и до него. Это Джона Дьюи, Курта Левина, Жана Пиаже и других ученых. И он описал трансформацию опыта при обучении через цикл из проб и ошибок. И выделил в этом процессе 4 этапа. Я сейчас эти этапы назову, а вы сможете очень легко, вспомнив любую обучающую программу, любой мастер-класс, наше обучение непосредственно, вспомнить и заметить, как эти этапы
в общем, располагаются в любом нашем обучении гештальт-терапии. Какие это этапы? Это конкретный опыт. Я на каждом этапе остановлюсь отдельно. Конкретный опыт, рефлексивное наблюдение, абстрактная концептуализация и экспериментирование, активное экспериментирование. Это вот есть такой цикл Колба знаменитый. При этом обучение, по мнению автора этого цикла, проходит через все этапы этого цикла. Что здесь важно? Этот такой цикл, этот подход вообще к обучению, к передаче знаний и навыков, он отличается от прежде существовавшего формалистского. Да, то есть вот формалисты считали, что нужно просто вот передать знания и навыки, вот они вот конкретно такие, и он тогда будет успешен в обществе и профессии. И были прогрессисты. Они считали, что вот главная цель образования – это научить человека критически мыслить, решать постоянно встающие перед ним новые задачи. То есть это не какой-то процесс, вот мы заполнили сосуд, и все, и готово, и хорошо. А это процесс постоянно продолжающийся. И в этом отношении сейчас эти концепции развились в итоге вот, как вы знаете, в такие концепции постоянного обучения. И такой подход, он очень близок к гештальтистскому и взгляду вообще на обучение терапии, включая в тренинг упражнения, эксперименты. Гештальт-тренер всегда делает акцент на поиске. И отмечает, что не существует какого-то правильного или вот неправильного поведения, или каких-то правильных или неправильных реакций в ходе тех или иных упражнений, в ходе обучения вообще. То есть происходит исследование активное, и таким образом формируется новый опыт. Соответственно, что здесь также важно, что знания нельзя вот просто так взять и передать от одного к другому. Оно формируется индивидуально. Это какой-то уникальный путь, который проходит внутри каждого из нас. И соответственно, каждый учащийся, он формирует собственные знания, чередуя шаги получения опыта и трансформации этого опыта. Получение опыта здесь имеется в виду какая-то информация, которую получает студент, а трансформация – это то, как он усваивает, как он интерпретирует эту информацию. Таким образом, за получение опыта два этапа отвечают. Это непосредственный опыт и абстрактная концептуализация. И за трансформацию опыта отвечает уже реактивное наблюдение и активное экспериментирование. Вот давайте чуть подробнее разберем. Вы можете вспомнить, что любая наша там трехдневка, любой мастер-класс, он начинается с того, как происходит актуализация имеющегося опыта в группе в контексте заявленной темы. То есть ведущий говорит, какая тема, если да, мы говорим про обучение, это тематический блок, да, и в этом плане начинается шеринг. Да, начинается шеринг, и участники обращаются к своему актуальному опыту и начинают, в общем, им делиться. И это такой один из вариантов первого этапа, да, который называется конкретный опыт. Другой вариант был бы непосредственное пробование, да, но, то есть, помещение участников в ситуацию этого опыта. Но в рамках обучения психотерапии, особенно на первых шагах, такой непосредственный эксперимент, но не всегда возможен. Поэтому шеринг в этом случае, он является таким универсальным инструментом, который
используется широко. В ходе этого шеринга могут происходить фокусировки, какие-то запускаться, то есть работа в кругу и какие-то групповые дискуссии, обсуждения. Что происходит после? Очень плавно, опять же, если мы заметим, да, что вот даже там, нашу трехдневку сегодняшнюю, да, что происходит дальше? Дальше происходит рефлексия, рефлексивное наблюдение. То есть имеющийся опыт, он выкладывается, и группа, и каждый участник начинает наблюдать за своими эмоциями, за тем, как он переживает происходящее. И формируется такое субъективное знание, так называемое. Опять же, рефлексии помогают групповые дискуссии, обсуждения, там даже в парах или в тройках. И запускается механизм такой переработки существующего опыта. То есть, опять же, образно возвращаясь к той метафоре сосуда, да, в этом случае мы из сосуда вот выливаем содержимое и смотрим, что там есть. И вот уже сам этот процесс анализа имеющегося, да, такого творческого наблюдения за происходящим с нами в рамках этого опыта, это само по себе уже процесс, скажем так, модификации знания, приобретения нового опыта, и это рефлексивное наблюдение. Следующий, да, такой вот этап, второй в цикле обучения. После этого следует абстрактная концептуализация. Так звучит формально этот этап. А что это значит на практике? Мы собрали некоторый опыт, посмотрели, какой у нас есть, мы произвели рефлексию этого опыта, и сейчас было бы важно что-то из этого, в общем, слепить новое, дать какую-то структуру. И этот инструмент, который используется, самый такой частый и универсальный, это мини-лекция. То есть ведущий, особенно да, там вот в самом начале, это всегда делает тренер, гештальт-тренер, он начинает, он дает какой-то материал. Важно, чтобы это было коротко, и важно, чтобы здесь действует такое правило, чтобы было вот настолько мало, насколько возможно, но чтобы это позволило сформировать некоторую вот новый концепт в голове у обучающегося. Почему должно быть настолько мало, насколько возможно? Потому что процесс абстрактной концептуализации – это индивидуальный процесс, происходит у каждого обучающегося, и здесь важны его собственные усилия в том, чтобы эту концепцию внутри сформировать. И после этого, да, вот если мы вспоминаем с вами, значит, цикл, да, вспоминаем тематические блоки, то после этого происходит активное экспериментирование. Да, то есть тренер объединяет участников в двойке, в тройке, в четверке, и происходят такие вот пробы, то есть приобретенное, концептуализированное, мы начинаем пробовать, да, и часто это бывает такой вот прием, такой называется карусель, да, когда участники могут меняться, то есть для того, чтобы побольше количество вот этих мини-экспериментов произошло, ну, в общем, вот происходит такое вот круговое движение обучающихся. Это вот непосредственно такая, это то, что касается техники, да, опытного научения. И вот если взять эту структуру, вы уже сможете с легкостью понять, как создавать, например, структуру блока, да, обучающего. Раз, два, три, четыре, пять. От конкретного опыта к экспериментированию через рефлексию и концептуализацию. Но не все так просто, потому что кроме того, что
мы говорим о навыках и знаниях довольно таких понятных и описываемых, да, в ходе обучения гештальт-терапии есть еще также 3 таких важных аспекта, которые нам необходимо учитывать. И это, во-первых, стиль тренера. Это навыки тренера, причем не только тренерские навыки, но и терапевтические навыки самого тренера, также его философия. И третий такой момент – это передача так называемого неявного знания. То есть, вот это такое, сейчас я чуть подробнее расскажу, что это такое, да, но даже интуитивно мы понимаем, да, что в обучении психотерапии, кроме каких-то явных, очевидных моментов, существует что-то, что передается так вот на кончиках пальцев, как-то непонятно как, в общем, передается, потому что непонятно, что передается, но что-то передается. И в этом отношении вот это неявное знание очень важно, поэтому оно имеет собственное название, и мы с вами вот сейчас затронем этот момент, а как вообще это передается, это неявное знание. Но начнем с индивидуального стиля тренера. Что здесь важно? Обычно индивидуальный стиль тренера рассматривается с точки зрения вот такой полярностей, авторитарность и попустительство, да, то есть такая свобода и полный контроль. Авторитарное обучение, оно связано с контролем среды над студентом и его обучением. То есть среда, опять же, да, вот говоря в гештальт таких терминов, среда контролирует обучающегося. Используются фиксированные программы, преподавание ведется таким дидактическим путем. Другая полярность, такое другое противоположное направление, это такой фасилитирующий стиль. И акцентируется гибкость как метод обучения, и встреча с потребностями, и такое с потребностями участников, да, и такая фокусировка на такой текущей потребности группы, и такого самоуправления и в плане содержания, и в плане способов обучения. Да, например, если мы возьмем 3-ю ступень, то здесь уже тренер приглашает обучающихся конструировать какие-то упражнения и дает такую возможность, вот давайте решить, что вы хотите делать-то, в общем. Да? Это такой, в общем, признак, и это фасилитирующий стиль. Вот. Соответственно, умелые тренеры, они в состоянии двигаться плавно между этими двумя стилями и понимать, когда какой стиль будет оптимален, какое сочетание, вот, и в чем сейчас группа нуждается. С одной стороны, важно предлагать экспертизу, структуру, контролировать усвоение. С другой стороны, важно позволять как-то себе отступить, тренеру, да? И дать возможность студентам позаботиться о себе, вот когда это потребуется. Соответственно, мы можем понимать, что такой условно-авторитарный стиль, он относится к первым годам обучения, да? И чем дальше группа продвигается, тем больше фасилитирующего стиля здесь требуется, для того, чтобы в том числе формировать такой и поддерживать самостоятельность студентов, и чтобы вот это страха там ошибиться или что-то сделать не так, в общем, как-то это такой иррациональный страх, в общем, в рамках гештальт-терапии, да, он как-то, ну, отпускал потихонечку, особенно таких вот невротизированных участников. Выбор... Так, значит, это я сказал. Да, соответственно, при выборе стиля мы должны опираться на уровень развития, на уровень зрелости тренинговой группы. Что дальше?
Следующий аспект, который я назвал, да, это передача вот этого неявного знания. Мы с вами понимаем, что гештальт-терапии, как и, в общем, в целом психотерапии, невозможно научиться вот только по книгам. Обучение связано с передачей тренера неявного знания. Это такое знание, и по сути это искусство, которое является синтезом моторных, сенсорных и мыслительных навыков. Как же это вот такое неуловимое, что-то довольно абстрактное, но необычайно важное, как это вообще передать и как это сделать? Это достигается многими часами тренинга, который включает демонстрационную терапевтическую работу преподавателя. То есть участники должны видеть, как работает сам тренер. И здесь поэтому мы вспоминаем, да, почему для любого тренера важна не только тренерская экспертиза и умелость, но и терапевтическая, потому что участники учатся терапии через наблюдение, как работает преподаватель, и схватывают необычайно много через невербалику, через какие-то реакции, через взгляды. И с другой стороны, также неявное знание передается в ходе того, как участники наблюдают за тренером как групповым терапевтом, а как он ведет группу, а как он реагирует на это, а как он поступил здесь, а как здесь, а что он здесь сказал. И это то, как передается вот это сложнейшее и важнейшее неявное знание. Также личные реплики, там, профессиональные комментарии, все здесь учитывается. То есть, в общем, нам, как там, тренерам, нужно показать, как. В этом плане некоторое такое подражание участников, оно естественно, этой часть, это то, как передается вот очень важное. Что здесь еще можно добавить? Что значительная часть того, что мы называем профессионализмом, не всегда имеет какие-то точные определения. И сложно сказать, какая именно информация важна вот каждой конкретной группе, каждому конкретному участнику для того, чтобы как-то вот повысить их профессиональную эффективность, для того, чтобы произошел вот этот вот рост профессиональный. И поэтому личное мастерство тренера-преподавателя, оно, в общем, чрезвычайно важно. Вот. Тренеру важно быть чувствительным к полю, и ему важно в этом плане хорошо знать теорию поля, да, и ему необходимо распознавать индивидуальные потребности студентов, их соотношение с групповым процессом, существом предмета и стадия развития как каждого участника, так и группы. Мы понимаем, что так бывает, это нормально, что эти стадии могут различаться. Да, то есть группа может быть там чуть впереди, чем вот этот конкретный участник. Или наоборот, участник может быть чуть впереди с точки зрения такого развития, чем тренинговая группа. Третий аспект, про который я сказал, это система убеждений тренера, то есть его философия. Все пути взаимодействия наши с другими, они имеют идеологические и такие этические измерения, которые нуждаются в прояснении. И в групповом контексте это означает, что ценятся определенные способы поведения, другие вот не поощряются групповыми правилами. И наша цель, в общем, да, это достижение хорошего функционирования тренинговой группы. И здесь важно, чтобы в каждой группе было место уважению к инаковости в том числе, уважению и к несогласию. И с другой стороны, чтобы, в общем, также поддерживалась и взаимная поддержка.
Вот. Таким образом, вот достижение гармонии между этими разными факторами, то есть потребностью студентов в познании, стилем обучения, философией тренера, там, сущность самого предмета, тематики, да, это вот такая стоящая вещь и вполне, в общем-то, достижимая. Что здесь важно? Это желание самого тренера в процессе того, как он обучает группу, самого обучаться. То есть вот этот интерес к собственному обучению, да, мы понимаем, что каждая группа это что-то уникальное, это уникальный процесс, с которым мы никогда не встречались до этого, и мы не встретимся больше никогда, потому что происходит то, что здесь и сейчас, это уникально. И вот этот интерес самого тренера, это важная часть вот для того, чтобы вот эти все факторы они были выполнены, потому что, в общем, в противном случае тренеру бывает тяжело. Перед гештальт-тренером стоит, в общем, две такие задачи. Это помочь людям распознать, оценить, использовать свой жизненный опыт, знания и навыки с пользой для себя. И также помочь им полностью использовать все свои контактные функции для решения вот той задачи, которая стоит. Если участники осознают свое окружение себя, осознают, что они думают, чувствуют, хотят, как они воспринимают, они найдут творческий способ обучения и создания того, что для них важно. В этом смысле сам контакт, он является инструментом, одновременно и инструментом, и способом обучения в гештальт-группах, и в целом в гештальт-терапии. То есть в этом отношении контакт каждого обучающегося с средой, а в данном случае, да, это среда обучения, это группа, это программа, он, в общем, его достижение и устранение барьеров, которые препятствуют этому контакту, это, в общем, все, что и способствует обучению. Это, ну, говоря нашими такими, да, гештальтистскими словами, как происходит процесс обучения, передачи знаний, навыков в гештальт-терапии. Перед тем, как группа начинается, перед тем, как начинается тренинг, опытный преподаватель всегда будет искать, а вот что является фигурой для студентов сейчас, вот почему они здесь, что они хотят получить, как они могут, что может быть барьером для них в обучении. И как раз часть навыков тренерских, она состоит в том, чтобы получить вот эту информацию от группы, суметь получить от группы и гибко ее приспосабливать, в общем, в процессе преподавания. Из своего или чужого прошлого опыта тренеры иногда имеют необоснованные идеи о том, что может быть важным и полезным для обучения в данной области. Вот. Но если эта программа обучения предлагается в соответствии с потребностями студентов, то эффект совершенно иной. Вот. Поэтому хорошо, конечно, иметь представление, но здесь важно, чтобы хорошему тренеру также иметь хороший контакт с группой, да, чтобы быть чутким к тому, что происходит сейчас. Вот. И каждый раз полезно задавать вопрос и себе, и группе в той или иной форме, получать информацию, да, о том, а вот получает ли группа, что сейчас хочет, получает ли каждый участник там для себя, что хочет. Это такие вот важные вопросы, которые стоит задавать в процессе. Если мы говорим с вами о гештальт подходе, то мы ориентируемся на холистический такой вот взгляд. И соответственно, в нем мы используем все наши способности, восприятие, мышление, чувства и действия. И невозможно отделить
здесь само обучение от тех чувств, которые происходят в процессе этого обучения. И интеграция чувств и, в общем, такой составляющей именно дидактической, это важнейшая задача терапевта. Процесс знакомства, использования знаний в целом он не является эмоционально нейтральным, и вот как будто бы, да, что-то мы можем с холодным рассудком воспринять. А уж если мы говорим о психотерапии, если мы говорим о гештальт-терапии, да, то невозможно себе представить, чтобы какую-то часть информации там можно было воспринимать совершенно как-то без такой вот с нейтральным каким-то эмоционально нейтрально. Да, мы испытываем сильные чувства, и участники испытывают сильные чувства по поводу идей, и важно позволять себе это чувствовать и помогать участникам это чувствовать. И в этом смысле, формируя среду обучения, мы помогаем участникам также справиться с теми, в общем-то, защитами, да, с теми способами регуляции, прерывания контакта, которые участники используют, если мы видим, что это использование, ну, как-то сейчас не на пользу ни самим участникам, ни происходящим обучающим процессом. В общем, хороший тренер, он обращается не только к уму, но и к сердцу студентов. Так, что можно сказать в завершение? В завершении можно сказать, что то, что я осветил здесь, те темы и те блоки, это довольно тезисные моменты. Можно сделать там, на целый день мастер-класс, можно сделать программу целую на эту тему. Я бы вам советовал хорошо после этого изучить имеющиеся материалы. Их очень много, и они очень интересные. Я бы вас заинтересовал тем, например, подходом Маргариты Спаньоло-Лоб, которая связывает как раз процесс обучения гештальт-терапии с моделью цикла контакта. Да, то есть приконтакт, контактирование, финальный контакт и постконтакт. И эта модель, она вот вполне оказывается пригодной и для описания тренингового процесса при обучении терапевтов. И таким образом, в некотором смысле, процесс обучения может рассматриваться как такая репетиция процесса развития человеческого организма. Такая репетиция некоторого, ну, возможно, такого вот, ну, в кавычках, такого выздоровления. Очень бы вам рекомендовал, просто на это сейчас потребуется еще столько же времени, туда углубиться у нас этого времени нет, очень рекомендую. Подводя итоги, в общем, сегодняшней лекции, обучающий процесс. Передача знаний и навыков. Вот про цикл Колба вы помните, да, там 4 этапа. Что к этому важно прибавить? Опирается на интерес и энергию тренируемых. И также опирается на интерес и энергию гештальт-тренера. Потому что в процессе обучения, несмотря на то, что у него особая позиция, он, в общем-то, является такой частью вот этого пространства, и поэтому, собственно, интерес тренера тоже важно здесь учитывать, как-то его сверять. Это может быть важным индикатором, что происходит с интересом самого тренера. И таким образом, в общем, ценности гештальт-подхода, они представляют собой методологическую базу для интервенции терапевта или преподавательской деятельности гештальт-тренера. И комбинация личных, свойственных только этому терапевту или тренеру ценностей, да, каких-то вот его взглядом, как жить в этом мире, с ценностями гештальт-подхода, создает такую уникальную философию, окрашивающую индивидуальный стиль каждого терапевта или тренера. И важно нам с вами вот эту вот субъективность
такую полезную, поддерживать. Потому что понимание этой субъективности, осознание этой субъективности, внесение этой субъективности в процесс группы помогает участникам также обнаруживать собственную субъективность и укрепляться не только как терапевт, но и как там будущий тренер во всем этом процессе. У меня, коллеги, все. В общем, рад, если мы сейчас с вами как-то это обсудим. Вот рад вашим мыслям, комментариям и всему, чего там может быть. Вот. Спасибо. Я под впечатлением. Прекрасная лекция. Получила огромное Оль, вопрос. Да. Лекции. Да, конечно. А в чем отличие? Я так понимаю, что, понятно, что вопрос групповой динамики и обучающей динамики, они как-то очень сильно друг с другом связаны. В чем разница, есть ли она вообще разница между то, что ты называл учебная фигура группы, то есть про что надо рассказать, как преподаватель, и есть ли разница между обычной фигурой группы? Ты знаешь как? Если все как-то упростить до такого вот гештальтистского, такой перлзовского понимания вообще обучения и познания, то если мы помогаем группе лучше контактировать, то она уже получает новый опыт, и новые знания, и познание происходит. И в этом плане, как мне видится, вот я сейчас, я размышляю вместе с тобой, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Я думаю, что вот этот дидактический, тематический момент, он вносится как предложение группе. И в этом плане в любом случае тренер ориентируется на то, как это предложение воспринято участниками. И это в данном контексте, если держится фокус на тематике и на происходящем, уже в некотором смысле является процессом обучения в контексте введенной темы. То, что происходит, это уже происходит в контексте тематического материала, потому что он был внесен, и он был каким-то образом переварен группой. И в этом плане, я думаю, предполагаю, что может быть вообще с ним отхождение от контекста тематического может рассматриваться, я думаю, как способ прерывания контакта группы по отношению к теме. Да? И это никуда мы не денемся, что это станет, если тренер понимает, да, зачем он пришел, это станет так или иначе таким материалом для исследования и объектом исследования. Поэтому я думаю, что в таком случае, так, может быть, очень лихо сказать, но невозможно, чтобы, если тема была озвучена, уже невозможно, чтобы группа была не в нее контексте, даже если она полностью это все вытеснит. Вот. Если мы будем помогать группе с этим как-то справляться, то мы уже в контексте. Вот. И обучение происходит. Вот. Коля, можно тоже вопрос? Да, конечно. А вот если лекция не в рамках учебного модуля, то в рамках мастерской, кажется, ту же самую схему из 4 этапов нужно использовать. А вот если интенсив или конференция, вот я начитается тоже взрослым, насколько там в лекции стоит тоже проходить этот этап актуализации, наблюдения, там, спрашивать людей про их опыт, какую-то дискуссию устраивать, а потом лекцию читать? Или сразу к делу? Но вообще без актуализации имеющегося опыта, я бы сказал, не получится дойти к какой-либо его модификации. То есть нужно посмотреть, что вообще там есть. И лекция в этом плане на неподготовленную почву, она, как правило, вызывает много сопротивления, усталости и напряжения. В общем, ее не слушают. Лекция вообще, если брать все инструменты обучения, это самое такое затратное, это эпизод, который
групповую динамику снижает. Всегда лекция. И в этом плане, если она идет на неподготовленную, вот эту вот, не на разогретую почву, то она остается просто каким-то бубнением, которое никто ничего... Не потому что лекция плохая или лектор, а просто она не туда встала. И в этом плане вот подготовка... Вообще, лекции на самом деле это же не единственный способ концептуализации. Можно использовать также, например, модерацию и дать возможность участникам сформировать вот эту структуру. Задача там, вот задача вообще, да, она в том, чтобы помочь участникам вот этот вот опыт, который они актуализировали, по-новому как-то рефлексировали, помочь им как-то его оформить, чуть-чуть помочь. Так, чтобы не продвигать им какие-то свои такие идеи, да, а чтобы чуть им помочь и спровоцировать их собственные такие вот это вот проявление и интерес к творческому приспособлению. Что, обычно происходит в институтах такое обсуждение на тренерском сборе. А что сейчас, какая лекция сейчас бы подошла с точки зрения динамики вот такой группы или расширенной, вообще что происходит сейчас. И в этом плане хорошие практики, когда в рамках интенсивов задумываются, да, о том, а какая лекция вот сегодня, да, или вот какую лекцию сейчас. Более того, часто ведь лекции изначально распределяются таким образом, чтобы они соответствовали, но мы же знаем с вами, как групповая динамика будет проистекать на интенсиве, через какие этапы это пройдет. Но это предсказуемо, так или иначе. И в этом плане лекции распределяются с учетом вот этой динамики. И поэтому так или иначе, ну, кто захотел, там же никого за ногу не тащат, да, на эту лекцию. Ну, кто захотел, захотел он послушать эту лекцию. Эта лекция, скорее всего, будет так или иначе относиться к данному этапу групповой динамики всего интенсива, да. Я думаю, так. Огонь, спасибо.